Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. С приходом весны расцветает природа, краски становятся ярче, все вокруг словно рождается заново. Так и в мире высокой моды с каждым сезоном появляются новые тренды, интересные дизайнерские решения, топовые тенденции. Процесс идет, колесики крутятся. И чтобы быть в курсе модных новинок, я думаю, сегодня самое время познакомить вас, мои дорогие зрители, с главными трендами и модными тенденциями весна-лета 2022, представленными на неделе моды в Милане. Многим из нас они запомнятся как экспериментальный и разноформатный фэшн-марафон, в котором были и масштабные презентации с реальными зрителями, и уникальные трансляции в онлайн-формате, и захватывающие киноролики. Каждый новый сезон нам с вами, друзья, хочется чего-нибудь необычного, чтобы даже ретро-мотивы зазвучали по-новому. И Милан стал здесь удачным соединением сразу нескольких разных стилей и направлений, которые, я уверена, совсем скоро будут востребованы и актуальны. Всем зрителям хочу сказать большое спасибо за теплый лайк, добрую подписку на канал и неравнодушные комментарии с вашим мнением. Для меня сегодня очень важна ваша поддержка. Свой обзор я, пожалуй, начну с одного из самых ключевых направлений нового сезона. Это нулевые. Сегодня они окончательно вернулись на модную сцену. Что неудивительно, ведь выйдя из изоляции, нам хочется блистать, а итальянцы точно знают в этом толк. После засилья минимализма и спорта дизайнеры явно соскучились по главным маркерам безумной эпохи 2000-х. От страз и блесток до мини-платьев для вечеринок, животных принтов и высоких каблуков. Так что, друзья, теперь джинсы с низкой посадкой, дерзкие мини-юбки, белье из-под пояса брюк, соблазнительные топы, кружево и абстрактные узоры, бахрома и блестящие платья будут фаворитами в летних образах и останутся в тренде, я думаю, еще как минимум на один сезон. С нулевыми сегодня смело экспериментируют многие популярные бренды. Для вдохновения при создании стильного ансамбля я советую присмотреться к новым коллекциям от Dolce Gabbana, Роберто Кавалли, Этро, Фенди, Versace и самому главному поклоннику трендов начала века – Bleu Marie. Модный деним. В сезоне 2022 итальянские дизайнеры аккуратно, но очень настойчиво возрождают тренд на джинсовые комплекты, предлагая не только брючные варианты с заниженной талией, но и очаровательные топы-бабочки, интересные по конструкции жакеты или даже роскошные сапоги, к примеру, под маркой Dolce Gabbana. Радует, что помимо привычных синих оттенков, в теплом сезоне мы обязательно увидим как темный черно-графитовый с контрастной строчкой, так и светлый, словно выбеленный деним, да еще и с вышивкой или цветным дополнением в технике patchwork. Интересные решения найдем у Max Mara, Tod's, Etro. Старая добрая кожанка. У Prada и Bleu Marie модные куртки сшиты из искусственно потертой кожи и выглядят как винтажные. Похожие варианты нам можно попробовать поискать в дальних уголках семейного гардероба. В коллекции модного тома Tod's есть всеми любимая и вполне универсальная куртка-косуха, а также кожанка с защитными вставками на плечах, как у мотоциклистов. У этой модели слегка объемный силуэт, как будто ее одолжили у старшего брата. Куртка-анорак. Отличное предложение от модных дизайнеров для весны или прохладных летних денечков. Сочетать практичную и удобную модель мы будем не только со спортивными предметами гардероба, но и с традиционно женственными вещами – босоножками на каблуках и мини-юбками. Не меньшую популярность в весенне-летнем сезоне модные бренды пророчат цветным ветровкам. Тонкие, легкие, яркие, они прекрасно заменят куртку или жакет и хорошо смотрятся в многослойных ансамблях. Брюки карго. Они стали еще одной отсылкой к моде нулевых. Весной и летом 2022 мы будем носить не только брюки, но и бриджи, шорты и даже юбки с объемными накладными карманами. В этом уверены у Bleu Marie, Dior, Brunello Cucinelli. Камуфляжные брюки от Dolce Gabbana или укороченная модель под маркой Эрмана Шервина навевают ассоциации с яркими модницами из 2000-х или, возможно, из 90-х. Приталенные жакеты. Похоже, что дизайнеры устали от безразмерных и громоздких фасонов, в которых трудно уловить красивые изгибы тела и очертить визуально силуэт.
В новом теплом сезоне давайте попробуем забыть про маскулинные жакеты и сделаем выбор в пользу приталенных блейзеров с подчеркнутой линией талии. Так, Sportmax представил на подиуме нейтральный бежевый ансамбль, состоящий из узких брюк и силуэтного жакета. А модный дом Fendi показал интересное решение на запах из струящейся ткани, сделав акцент на талии с помощью тонкого пояска с металлической пряжкой. Модная юбка. Милан приготовил для наших модниц самые разные фасоны. И, конечно, среди них главная прима нулевых – мини. Модель с заниженной талией хорошо сочетается и с укороченным топом, и с классической белой рубашкой, особенно если добавить в стильный наряд эффектные аксессуары. Не менее популярна длина макси. И, пожалуй, прямо сейчас нам просто необходимо научиться ходить от бедра. А все для того, чтобы во всей красе демонстрировать модные длинные юбки, да к тому же еще и с высоким разрезом, как, к примеру, под маркой Etro или Versace. Кроше. Ажурная вязка и деликатное плетение крючком по-прежнему в актуальных трендах. Так что, пока не поздно, запасаемся всем необходимым, открываем видеоуроки на YouTube и вяжем себе модный гардероб, создавая наряды с характерной воздушной фактурой и множеством сказочных дырочек. Делайте предпочтения в пользу костюмов, соблазнительных топов, аккуратных минималистичных платьев, выбирая как цветную пряжу, так и неярких естественных оттенков. Сегодня рукодельное творчество особенно в цене. Хищный принт. Еще один знаковый элемент нулевых. Поэтому не спешите списывать со счетов анималистические расцветки, среди которых в лидерах тигровый окрас. Что совершенно неудивительно, когда 2022 – это год тигра по восточному календарю. Сильный опасный хищник – король сердец многих модниц и ведущих дизайнеров. Но если у Дольче Габбана, например, предпочли ограничиться эпизодическими вставками, то Роберто Кавалли вообще целиком посвятили ему всю коллекцию. Бахрома. Еще один главный тренд недели моды в Милане. В том или ином виде бахрома кочует из сезона в сезон и, кажется, совершенно не планирует никуда уходить. Она украшает и вечерние платья, и повседневные наряды. Так что не нулевыми едиными сегодня живет модный подиум. В новых коллекциях весна-лето 2022 мы снова увидели торжество танцующих юбок и платьев, которые особенно красиво смотрятся в динамике. В линейке от Альберто Ферретти бахрома появилась на ажурных топах, жилетах, вязаных платьях и сумках в виде длинной, не спадающей лапши. У Сальваторе Феррагамо она шелковыми деликатными нитями украсила вечернюю юбку. Модные образы из коллекции Fendi – это уже скорее отсылки к трендам 20-х. Но наряды не выглядят как откровенное ретро. Все вполне современно, эффектно, интересно и стильно. Да, наша женщина наконец-то может позволить себе немного расслабиться, стремясь к гармонии и свободе от собственных страхов и смутных предчувствий. Она выходит на вечеринки, наряжается. Мы все так много времени провели в изоляции, что именно это нам всем сейчас больше всего и нужно. Бабочки. Прекрасная тема стала ключевым мотивом для создания модных ансамблей во многих коллекциях, сменив традиционные для весенне-летних линеек цветочные бутоны. К примеру, у бренда Альберто Ферретти даже само модное шоу напоминало процесс появления бабочки на свет. Они такие легкие, волшебные и красивые. Изображения бабочек в виде принтов и вышивок теперь встречаются на модной одежде. Узоры, как на крыльях, проглядываются в ажурном плетении, в ярких нарядах с прекрасным эффектом деграде на шелке, льне и шифоне. Браслеты на предплечье, а правильнее сказать, на плече. Если пересмотреть выходы звезд на красные ковровые дорожки нулевых, то вы, друзья, наверняка заметите изящное украшение. Браслет не на запястье, а гораздо выше, на плече. Пожалуй, стоит назвать его вполне привлекательным микротрендом. По заветам моды нулевых, во время миланских показов 2022 модели носили браслет как на голую руку, так и поверх рукава блузки, рубашки, джемпера. Судя по количеству похожих аксессуаров на подиуме, в предстоящем теплом сезоне украшение сможет стать настоящим хитом. Модный дом Блюмари предлагает фигурные браслеты в кристаллах, точь-в-точь, как носили 20 лет назад, а Прада – панковские кожаные, как будто на бицепсе затянули ремень. Модные цвета и оттенки. Показы в Милане невозможно представить без жарких, страстных, взрывных эмоций.
Если душа просит праздника, модный дом Versace подарил всем поклонникам бренда целое буйство ярких неоновых красок, объединив их порой в самые невероятные и смелые комбинации. К популярным прошлым летом зеленым оттенкам теперь обязательно стоит добавить солнечный желтый и вкусный оранжевый. Платья, юбки, рубашки и брюки, плащи и легкие весенние пальто, сумки и обувь. В теплом тоне от сладкого апельсина до лимона с кислинкой вы увидите немало модных нарядов. Достаточно места отведено было в новых коллекциях и черно-белой палитре. Каждый цвет идеален здесь как в сольном исполнении, так и в универсальном сочетании с любым из оттенков модной цветовой гаммы. А вот сиреневый, или точнее синий с фиолетово-красным подтоном, встречается редко. Итальянские бренды уделили ему не так уж много внимания. Звездный выход модного тона мы с вами, друзья, пожалуй, посмотрим в моих следующих обзорах. Да, Милан любит удивлять. Неделя моды подарила довольно много интересных тенденций на теплую весну и жаркое лето. Но самое главное, все сделано здесь с душой и ярким, эмоциональным итальянским характером. Спасибо, друзья, что смотрите мои видео. Надеюсь, вы поставите лайк и черкнете пару слов в комментариях. Я обязательно все читаю, для меня это важно. Всем удачи, хорошего дня, красоты и совершенства, искренней теплой улыбки и светлого, солнечного настроения!